Я никогда не верил людям, которые говорили, что влюбились случайно. Думал, это оправдание слабых, пока это не случилось со мной. И тогда я понял, случайность — это просто то, к чему ты не был готов. Эту историю я не планировал рассказывать никому. Она пролежала у меня внутри 3 года, как осколок, который не вышел наружу, но и не рассосался. Больно трогать, больно молчать. Но вот я сижу и пишу, потому что иногда единственный способ выжить — это, наконец, произнести это вслух. Меня зовут Андрей, мне 38 лет, и я влюбился в подругу своей жены. Не немного увлекся, не засмотрелся пару раз. Я влюбился так, что перестал узнавать себя в зеркале, так что начал ненавидеть собственное утро, потому что просыпаться рядом с одной женщиной и думать о другой — это не жизнь, это медленное горение заживо. Знаешь, что самое страшное в нормальной жизни? То, что ты в ней не замечаешь ничего плохого. Все устроено, все по полочкам, все как надо. И ты идешь по этому коридору, ровно, без спотыканий, и думаешь, что это и есть счастье, что вот так оно и должно выглядеть. Я женился на Кате в 28 лет. Мы были вместе 4 года до свадьбы, так что к тому моменту я знал ее как себя. Знал, что она не любит, когда трогают ее вещи на столе. Знал, что по утрам с ней лучше не разговаривать первые полчаса. Знал, что она плачет на любых мелодрамах, но делает вид, что просто что-то в глаз попало. Катя была хорошей женой. Я говорю это без иронии. Она правда была хорошей. Готовила, следила за домом, работала в маркетинговом агентстве, строила карьеру. Мы не скандалили по мелочам, мы не изменяли друг другу. Мы разговаривали за ужином о работе, о планах, о том, что надо бы съездить к ее родителям на выходных. Со стороны идеальная пара. Изнутри 2 хороших, воспитанных, уставших человека, которые давно перестали удивлять друг друга, которые научились быть вежливыми там, где раньше были живыми. Я работал в строительной компании. Проектный менеджер, средний уровень, стабильная зарплата. Не богач, но и не бедствуем. Квартира в ипотеку, своя, несъемная, машина. Отпуск раз в год, обычно Турция или Черногория, потому что надежно и понятно. Вот и весь портрет. Нормальная жизнь, нормальный муж, нормальный человек. Иногда по ночам, когда Катя уже спала, я лежал и смотрел на потолок. И чувствовал, что-то не так. Ни с ней, ни с нами, со мной. Как будто я где-то потерял себя и не могу вспомнить, где именно. Может, в 25, когда выбирал стабильность вместо риска, может, еще раньше. Но это были тихие мысли, ночные. К утру они уходили, и я шел на работу, и все было нормально. А потом появилась Вика. Вика была подругой Кати еще со студенческих времен. Они учились на одном факультете, жили в соседних комнатах в общаге, вместе пережили сессии, первую любовь, предательство и все остальное, что случается в 20 лет. Я ее знал, конечно. Видел на нашей свадьбе, она была свидетельницей. Встречал на днях рождения, на каких-то общих посиделках. Вика была из тех людей, которые всегда немного на фоне. Не потому что серые, а потому что не лезут вперед. Скромная, тихая, улыбается глазами раньше, чем губами. Замужем не была. Несколько раз были отношения, Катя иногда рассказывала, коротко, без деталей. Последний раз, кажется, 3 года назад, и закончилось плохо. С тех пор одна. Работала дизайнером интерьеров, фрилансила, снимала квартиру в нашем же районе, вот почему они с Катей так часто виделись. Пешком 10 минут. Я не думал о ней ничего особенного, просто подруга жены. Приходит, они сидят, пьют чай, разговаривают о своем. Я обычно в такие вечера уходил в другую комнату. Не из грубости, просто давал им пространство. Все изменилось в октябре. Катю отправили в командировку на 3 недели. Большой проект, срочно, нельзя отказаться. Она уехала в воскресенье вечером, поцеловала меня в щеку, сказала «не скучай», и я остался один в квартире. Первую неделю я кайфовал, честно. Тишина, свобода, ем, что хочу, смотрю, что хочу, засыпаю, когда хочу. Это нормально, любой женатый человек поймет. На 2-й неделе стало скучновато. А в среду вечером звонок, номер Вики. Я удивился немного. Она мне раньше не звонила, только Катя. Взял трубку. «Андрей, привет, это Вика. Я тут
Ты не в курсе, Катя когда возвращается? Я ей пишу, она не отвечает. В пятницу через неделю. У нее там сейчас горит все. Телефон, наверное, вечно в беззвучном. А, понятно. Ладно, я тогда... И тут я сам не знаю почему сказал. Слушай, а что хотела-то? Может, я помогу чем-то? Пауза. Да нет, там просто... Я переезжаю скоро. Хотела попросить Катю помочь разобраться с одной вещью по квартире. Дизайнерской. Ну, она разбирается в цветах, в этом всем. Ну, я тоже могу посмотреть. Не дизайнер, конечно, но глаз есть. Еще одна пауза. Потом смех. Тихий и немного смущенный. Ты серьезно? Абсолютно? Так мы договорились встретиться в четверг вечером. Она покажет свою новую квартиру, я скажу, что думаю. Катя вернется, и я расскажу ей, что помог. Хорошее дело, никакого подтекста. Я правда так думал. Четверг. Я приехал в 7 вечера. Квартира была на 3-м этаже старого дома в центре. Высокие потолки, большие окна, запах свежей краски и немного кофе. Вика открыла дверь в старых джинсах и клетчатой рубашке. Волосы собраны кое-как, на щеке полоска от чего-то белого. Штукатурки, что ли? «Прости за вид, я тут с утра воюю с этой стеной. Нормально все». Мы зашли внутрь. Квартира была в процессе. Часть мебели стоит, часть в коробках, обои на одной стене уже поклеены, на другой нет. Она показывала, объясняла, спрашивала мое мнение. И я вдруг понял, мне интересно. По-настоящему интересно. Не из вежливости, а именно так, как бывает, когда человек говорит о чем-то с огнем. Вика рассказывала про квартиру так, как будто это живое существо. Вот тут будет свет по утрам, с той стороны окно, я специально стол поставлю сюда. Вот тут я хочу сделать теплый угол. Плед, лампа, книги. А вот эта стена, она для вдохновения. Еще не придумала что, но она должна что-то говорить. Я слушал, и что-то во мне тихонько двигалось. Что-то, что давно не двигалось. Мы проговорили 3 часа. Про квартиру минут 40. Остальное — про все остальное. Про работу, про города, про то, почему она выбрала этот район, про его детство в маленьком городе. Она спросила, я ответил, потом еще спросила. Она слушала так, как люди слушают редко, не ожидая своей очереди говорить, а именно слушая. В 10 вечера я посмотрел на часы и не поверил. «Уже 10? Да?» Она тоже удивилась. «Ты голодный, наверное? Я тут наделала...» Она достала откуда-то контейнер с домашней едой. Гречка с грибами. Простая совершенно вещь. Мы сели на подоконник, стола нормального еще не было, и ели из одного контейнера и смотрели в окно на Октябрьскую улицу. И я поймал себя на мысли, что не помню, когда мне было так легко. Просто легко. Без усилий, без вежливости, без того, чтобы думать, правильно ли я говорю. Я уехал в половине 11-го. По дороге домой слушал музыку и не думал ни о чем. Или думал, но не давал себе этого признать. На следующий день она написала: «Спасибо, было неожиданно хорошо». Я ответил: «Взаимно». И 3 минуты смотрел на этот ответ. Потом убрал телефон, потом достал снова. Что-то началось. Я еще не знал, что именно, но что-то началось. И хуже всего было то, что я не хотел, чтобы оно останавливалось. Есть такой момент, ты уже понимаешь, что происходит. Ты не дурак, ты видишь. Но ты продолжаешь. Не потому что безвольный, а потому что живое чувство после долгой тишины — это как кислород после удушья, даже если этот кислород отравленный. Катя вернулась через 1,5 недели. Я встретил ее в аэропорту, обнял, сказал, соскучился. И это была правда. Я соскучился. По ней, по нашему привычному миру, по тому ощущению, что все правильно. Она приехала уставшая, рассказывала про командировку, смеялась над коллегой, который умудрился потерять паспорт. Я слушал, кивал, улыбался. А в голове подоконник, Октябрьская улица, гречка с грибами. Я ненавидел себя за это, правда ненавидел. Но на следующий день Вика написала снова. Просто так прислала фотографию той самой стены в квартире. Она что-то сделала с ней. Повесила несколько постеров, добавила полку с растениями. «Стена заговорила», — написала она. Я смотрел на эту фотографию 5 минут. Потом написал. Она говорит что-то хорошее. И мы снова начали переписываться. Сначала редко, раз в день, потом чаще. Это были обычные сообщения, про книги, про фильмы. Она присылала что-то смешное, я отвечал. Но за каждым таким сообщением было что-то еще. Напряжение, которое мы оба делали вид, что не замечаем.
Катя не знала или не придавала значения. Вика же ее подруга, что тут странного? Странного не было ничего с виду. В ноябре мы увиделись снова, случайно, по-настоящему случайно. Я был в кофейне рядом с работой, сидел с ноутбуком, работал над документами, и вдруг она вошла, огляделась, увидела меня и на секунду замерла, потом улыбнулась. «Ты тут работаешь?» «Иногда. Ты?» «Клиент тут рядом, закончила встречу». «Давай садись». Она села. Мы просидели 2 часа. Официант уже смотрел на нас вопросительно, мы заказали еще по кофе. Говорили про ее работу, она рассказывала про сложного клиента, который хочет, чтобы было богато, но не пошло, и вообще как у людей, но не как у всех. Я смеялся, она смеялась. Потом замолчали. И в этой тишине я вдруг почувствовал, что она тоже чувствует. Не выдумывал, это было в воздухе, плотное, теплое, немного страшное. Она первая отвела взгляд. «Мне надо идти». «Да, конечно». Она встала, надела пальто. Потом обернулась. «Андрей». Она помолчала секунду. «Это не очень хорошая история, правда?» Я посмотрел на нее. Не стал делать вид, что не понял. «Нет», — сказал я. «Не очень». Она кивнула и ушла. Я остался сидеть с пустой чашкой и пониманием того, что мы только что признали вслух то, что не должны были признавать. Следующие 2 недели — тишина. Она не писала, я не писал. Это была правильная тишина, взрослая. Мы оба понимали, что это надо остановить. Я старался. Честно старался. Приходил домой пораньше, предлагал Кате куда-нибудь сходить, в кино, в ресторан. Мы съездили на выходные в Суздаль, я сам предложил. Она обрадовалась. Гуляли по заснеженным улицам, пили глинтвейн в маленьком кафе. Она фотографировала церкви, я держал ее за руку. Все было хорошо, правда хорошо. И я думал, вот оно, это моя жизнь, это мой человек, и все остальное просто наваждение, пройдет. Но в воскресенье вечером, когда мы возвращались домой в машине, и Катя спала на пассажирском сиденье, я включил навигатор, и там, в недавних адресах, была улица, где живет Вика. Я смотрел на это секунду и почувствовал, не прошло. Ничего не прошло. В декабре она позвонила сама. Я взял трубку и молчал 2 секунды, просто от неожиданности. «Привет», — сказала она. Голос ровный, но чуть напряженный. «Привет». Я по делу, в общем. Катя попросила передать, что завтра переносится их встреча. Она сама дозвониться не может, телефон... Понял. Пауза. «Как ты?» — спросила она. Тихо, почти осторожно. И вот тут надо было сказать «нормально, спасибо, пока» и положить трубку. Надо было, я это знал. Я сказал «честно, не очень». Она помолчала. Я тоже. Мы проговорили час. Ни о чем конкретном, о зиме, о том, что декабрь всегда такой странный месяц, о том, что она читает сейчас интересную книгу про архитектуру японских домов. Но за каждым словом было то самое, живое, теплое, невозможное. Когда повесили трубку, я долго сидел в темноте на кухне. Катя спала в спальне. Нормальная жизнь продолжалась в 3 метрах от меня. А я сидел и понимал, что влюблен. По-настоящему. Не увлечен, не что-то почувствовал. Влюблен. Со всей серьезностью этого слова. И я не знал, что с этим делать. В январе случилось то, чего я не ждал. Катя сама все поняла. Не потому, что нашла переписку, там нечего было находить, мы были аккуратны даже в словах. Не потому, что кто-то сказал, а просто жены чувствуют. Это не мистика, это 10 лет вместе. Ты знаешь человека наизусть, и когда что-то меняется, ты чувствуешь это раньше, чем понимаешь. Однажды вечером она вошла на кухню, где я сидел с телефоном. Я не переписывался с Викой, просто читал что-то. Но она остановилась в дверях и посмотрела на меня как-то иначе. «Андрей», — сказала она, — «у нас все хорошо?» «Конечно». «Ты уверен?» Я поднял голову, посмотрел на нее. Катя стояла у двери, домашняя кофта, усталое лицо после работы, волосы убраны небрежно. Она смотрела на меня ровно, без истерики, без слез, просто смотрела. И в ее взгляде было что-то такое взрослое. Она уже знала, что ответ может ей не понравиться, и все равно спрашивала.
«Да», — сказал я, — «все хорошо». Она кивнула и ушла в комнату. Я остался сидеть, и это был худший момент. Не потому, что она узнала, а потому, что я ей солгал. Легко, без запинки. Вот тут я понял, что зашел туда, откуда просто так не выходит. В феврале все сломалось. Не эффектно, не со скандалом. Тихо, как ломается лед под ногами. Ты идешь, и кажется, что все держит, и вдруг треск, и ты уже проваливаешься. И не можешь понять, как это произошло, потому что ты же шел осторожно, ты же старался. Катя устроила Вике день рождения. Маленький, домашний, человек 8. Я не мог не прийти. Это было бы странно, это был бы повод для вопросов. Пришел, принес торт, сказал с праздником, встал в угол с каким-то Катиным коллегой, говорил про футбол. Вика была в синем платье. Я старался на нее не смотреть. В какой-то момент, уже ближе к концу вечера, когда народ начал расходиться, мы оказались на кухне вдвоем. Буквально минуту, не больше. Она мыла бокалы, и я пришел за водой. Она обернулась. Мы стояли в полуметре друг от друга. «Привет», — сказала она тихо. Почти смешно, мы были на одном празднике уже 3 часа. «Привет. С днем рождения». «Спасибо». Пауза. Мы смотрели друг на друга. И в этой тишине, в эту 1 минуту на кухне было все. Все то, что мы не говорили, не делали, не позволяли себе. «Вика», — сказала она, — «я хочу тебе сказать кое-что». Она сделала паузу. «Я все понимаю. И я хочу, чтобы ты знал, что я не жду от тебя ничего. Совсем. Это моя проблема, и я с ней справлюсь. Мне просто важно, чтобы у тебя было нормально, хорошо. Ты понимаешь?» Я смотрел на нее и почувствовал что-то в горле. То, что бывает, когда человек говорит тебе что-то важное, и ты знаешь, что этим он жертвует собой ради тебя. «Вика, не надо. Иди к жене». В этот момент на кухню зашла Катя. Она увидела нас, обоих, стоящих в полуметре, молчащих. Может, 2 секунды — это все, что было. Но этих 2 секунд хватило. Я видел, как что-то изменилось в ее лице. Ни истерика, ни крик, просто как будто кто-то убрал свет. «Катя», — начал я. «Все нормально», — сказала она ровно. «Андрей, там люди уходят, попрощайся». И вышла. Домой мы ехали молча. Я несколько раз начинал говорить и останавливался, потому что не знал, что говорить. Не было слов, которые были бы правдой и одновременно не разрушали все. Катя смотрела в окно. Дома она ушла в ванную. Долго. Я сидел на кухне и слышал воду. Думал, плачет. Это хуже, чем если бы кричала. Она вышла. Лицо ровное, сухое. Села напротив меня. «Расскажи мне», — сказала она. «Не что между вами, не ты изменял. Просто расскажи мне». Как будто ей была важна не сухая информация, а что-то живое. Я рассказал. Не все, но честно. Что мы разговаривали, что ничего не было физически, что я не знаю, как это получилось, что я пытался остановить, что мне жаль. Она слушала, не перебивала. Когда я замолчал, она долго сидела. «Ты влюблен в нее?» — спросила она наконец. Я мог бы сказать «нет», это спасло бы что-то прямо сейчас. «Я не знаю», — сказал я. Это было хуже, чем «да». Она встала. «Мне надо побыть одной», — сказала она. «Иди спи на диване». Я не возражал. Следующие дни были странные. Катя не кричала, не звонила маме, не выставляла мои вещи. Она ходила по квартире тихая и собранная. Ходила на работу, готовила ужин, отвечала на мои слова. Но что-то в ней было закрыто, наглухо. Как будто она вошла в себя, заперлась изнутри. И я стучу, но мне не открывают. Я написал Вике. Одно сообщение. «Катя знает, прости». Она ответила через несколько часов. «Как она?» Не «как ты», не «что теперь». Первый вопрос «как Катя?». Вот тут я понял кое-что про нее. И это только сделало все сложнее. На 10-й день Катя пришла домой и сказала, что разговаривала с подругой, другой подругой, не Викой, и что хочет взять паузу, поехать к маме на пару недель. «Я не подаю на развод», — сказала она. «Я просто хочу подумать. Мне нужно время. И тебе, наверное, тоже». Я кивнул. «Катя, я хочу сохранить нашу семью», — сказал я. Это была правда. «Я знаю», — сказала она. «Но хотеть сохранить и хотеть быть — это разные вещи. Вот в чем проблема». Она уехала через 3 дня. А я остался один.
В квартире, где все напоминало о том, что я потерял что-то важное и еще не понял, что именно. В эту первую неделю один я впервые по-настоящему остановился. Не вечером на кухне, не ночью в потолок, а по-настоящему, основательно. Сел с собой один на один и спросил себя: чего ты хочешь? Не как правильно, не что подумают, а чего хочешь ты, по-настоящему. И это оказалось самым страшным вопросом за всю историю. Потому что я не знал ответа. Я хотел Катю, привычную, надежную, мою. 10 лет вместе — это не просто срок, это часть тебя. Это люди, которые знают тебя в лицо. Твои родители, ее семья, ваши общие воспоминания. И я хотел то, что чувствовал рядом с Викой, эту легкость, это ощущение, что ты живой. Но вот в чем была ловушка. И я это понял позже, через боль. Я путал два разных вещи. Я путал то, что давала мне Вика, с тем, чего мне не хватало внутри себя. Она не была решением, она была зеркалом. Она показала мне, что я заснул внутри своей жизни, что стал функцией, мужем, работником, жильцом квартиры, но не собой. И это не ее вина, и не Катина. Это была моя работа, работа, которую я не сделал. Я позвонил психологу, впервые в жизни. Записался на прием, чувствовал себя при этом немного идиотом, но пошел. Первый сеанс я почти все время молчал, просто сидел и понимал, что не умею говорить о себе, совсем. Я умею говорить о работе, о проблемах, о других людях, но о том, что происходит внутри меня, нет. Слов не было, как будто внутренний словарь был пустым. Психолог сказал в конце: «Вы пришли из-за женщин, но мы будем говорить о вас». Я не понял тогда, понял потом. Катя вернулась через 3 недели. Она не предупреждала заранее, просто позвонила в четверг вечером: «Я завтра приеду». Я убрал квартиру, купил цветы, не красные розы, не романтические, просто тюльпаны, которые она любила. Сварил суп, сел ждать. Она приехала вечером, поставила чемодан у двери, огляделась. Увидела цветы, долго смотрела на них. Потом повернулась ко мне. «Ты ходил к психологу?» — спросила она. Катя как-то узнала, наверное, от мамы, они разговаривали. «Да». «И как?» «Сложно, полезно». Она кивнула, села на диван. Я сел рядом, не вплотную, дал пространство. «Я 3 недели думала», — сказала она. «Много думала, злилась, плакала, разговаривала с мамой, с подругами, читала всякую ерунду в интернете про измены и про то, что делать». Она усмехнулась. «Знаешь, что я поняла?» «Что?» «Что я тоже виновата. Не в том, что ты влюбился в другую. Это твое. Но в том, что мы с тобой уже 3 года живем как соседи. Вежливые, хорошие соседи, но соседи. И я это видела и делала вид, что все нормально. Потому что стабильно, потому что спокойно, потому что так у всех». Я слушал и не перебивал. «Я не хочу так», — сказала она. «И ты, судя по всему, тоже не хочешь. Только ты пошел в сторону другого человека, а я пошла в сторону работы и сделала вид, что все нормально». Она повернулась ко мне. «Я не знаю, получится ли у нас, честно. Я очень обиделась, и я не уверена, что смогу это просто взять и забыть. Это не работает так. Но я хочу попробовать, если ты хочешь. По-настоящему. Не потому, что страшно потерять, а потому, что хочешь быть здесь, со мной». Я смотрел на нее, на эту женщину, которую знал 10 лет, которая только что сказала мне что-то честнее и смелее, чем я сам себе говорил все это время. «Хочу», — сказал я. «Не потому, что так надо. Потому что правда хотел». Мы начали. По-новому. Это звучит красиво, на деле это было тяжело и неловко, как учиться ходить заново. Мы ходили к психологу. Сначала я один, потом мы вместе. Это было странно. Сидеть втроем в небольшом кабинете и говорить вслух то, что обычно либо не говоришь вообще, либо говоришь в крик. Мы учились разговаривать. По-настоящему. Не как дела и что на ужин, а что ты чувствуешь, что тебе важно, где тебе больно, чего ты хочешь от этой жизни рядом с другим человеком. Это оказалось сложнее, чем я думал. Я не умел, буквально не умел. 38 лет, а говорить о себе не умею. Наученный быть нормальным, стабильным, как надо. Катя умела лучше или училась быстрее. Она начала говорить вещи, которые я никогда от нее не слышал. Что ей было одиноко рядом со мной. Не потому, что я плохой, а потому, что я был закрыт. Что она тоже мечтала о чем-то большем, чем Турция раз в год и ужин с разговорами про работу. Что боялась сказать, потому что
У нас же все хорошо, зачем раскачивать? Мы оба молчали, каждый о своем, и думали, что другой не поймет. Теперь о Вике. Это самая сложная часть. Они с Катей ему общались несколько месяцев. Катя сама написала ей, уже позже, летом. Я не знаю, что она написала. Я не спрашивал, это было их. Через время Катя сказала мне, что написала. Сказала спокойно, я кивнул. Что именно произошло между ними, я не знаю до сих пор. Они не стали снова близкими подругами, как раньше. Но что-то было сказано, что-то прошло. Взрослые женщины, они справились без меня. Вика уехала в другой город, получила большой проект, переехала. Я узнал об этом от Кати. Никакого контакта у нас с ней не было. Честно, было больно. Не так, как я думал, что будет больно. Тихо. Как прощаться с чем-то, что могло бы быть, но не стало. Это особенный вид боли, по несбывшемуся. Он проходит. Дольше, чем хочешь, но проходит. Прошел год. Мы с Катей вместе. Это не значит, все стало как раньше. Как раньше было то самое, что привело нас к этой истории. Стало по-другому, живее. Иногда страшнее, потому что живое всегда немного страшно. В нем нет той анестезии и привычки. Мы поехали в отпуск. Не в Турцию, в Грузию. Она давно хотела. Ехали на машине, останавливались где хотели, спорили про маршрут, смеялись, когда заблудились в горах и навигатор отключился. Она фотографировала все подряд, я нес ее рюкзак и притворялся, что это тяжело. В один вечер мы сидели на веранде маленького гостевого дома, пили местное вино, смотрели на горы, и Катя вдруг сказала: «Ты знаешь, я рада, что это случилось». Я посмотрел на нее. «Не то, что ты влюбился в другую, это я не рада», — она усмехнулась. «Но то, что мы остановились, что мы наконец поговорили, что мы вот так, сейчас. Я бы хотела, чтобы это произошло по-другому, но я рада, что оно произошло». Я взял ее за руку. Я тоже. Это была правда. Что я хочу сказать в конце? Не мораль. Я не собираюсь вас учить. Просто несколько вещей, которые я понял через это все. Влюбленность в другого человека почти никогда не про того человека. Она про пустоту, которая есть внутри тебя, про то, чего тебе не хватает, не снаружи, а в себе. Вика показала мне, что я живой, но сделать себя живым должен был я сам. Это моя работа, не ее. Отношения умирают тихо. Не от скандалов и измен, а от вежливого молчания. От «у нас все хорошо», когда внутри пусто. Говори, даже когда страшно. Особенно, когда страшно. Честность, не жестокость. Я боялся говорить правду, думал, что защищаю Катю. На деле защищал себя от неудобного разговора. Не путай эти вещи. И последнее. Люди способны на большее, чем ты думаешь. Катя была способна на разговор, который я не ожидал. Я был способен меняться, хотя не верил в это. Не списывай людей раньше времени. Не списывай себя. Это была моя история. Настоящая. Со всем стыдом и болью, которые в ней есть. Я не герой этой истории. Я человек, который запутался, наделал ошибок и, повезло, нашел в себе силы остановиться и разобраться. Не все находят. Я благодарен, что нашел. Если эта история что-то задела в вас, напишите в комментарии, что именно. Или просто был ли в похожей ситуации, или видел такое рядом. Мне важно знать, что это нужно, что люди читают и чувствуют, что мы не одни в своих запутанных человеческих историях. До встречи.